Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделаем онлайн-гадание, расклад карт Таро вот на такую тему. Что он думает обо мне прямо сейчас? Ну, давайте разберемся у него в голове, что он там думает. Для начала посмотрим, какая ситуация на сейчас между вами, чтобы вы могли сразу понять, ваш этот расклад или не ваш. Также в конце мы обратимся, кто захочет, естественно, может кто-то просто посмотрит только расклад. Обратимся к высшим силам, силам рода, к ангелам-хранителям, сделаем такую коррекцию расклада, уберем все препятствия, которые показал этот расклад. Так, Таро расклад, что он думает прямо сейчас о вас, какая сейчас ситуация между вами. Смотрим. Какая ситуация, пускай карты Таро нам расскажут сейчас между вами. Что он думает о вас сейчас? Секундочку. Очень интересно. Смотрите, ситуация между вами было просто все замечательно. То есть вот семья, полная чаша, стол накрыт. Вон там видно. Семья, полная чаша, стол накрыт. Даже родственники ваши Божьи, пожилые с вами. Все вместе за столом, все было стабильно. Также эта карта говорит о том, что достаток был в семье. Вы тут во главе стола сидите как королева. Это говорит о том, что именно вы в этой семье основная, кто несет все это добро, которая держится на ней вся семья, которая строит все планы, которая, видите, не вы даже наливаете еду, да, наливает кто-то другой, делится за вас. То есть все люди к вам открыты, все вам хотят помочь. И дальше у нас происходит вот такая ситуация, да. Какое-то пламя, какая-то женщина появляется в этой семье. Это может быть как в буквальном смысле женщина, которая как-то претендует на вашего мужчину. Ну, может быть любовница, может быть просто поклонница, или женщина, которая ярко показывает, что она хочет с ним отношений. Ну, вы даже можете о ней не знать, да, что она такая есть. Это может быть родственница, это может быть его родственница, это может быть подруга. В любом случае это женщина, которая сделала так, что, ну, если это костер, это, скорее всего, говорит о том, что возможно, произошла между вами ссора, или у него все кипит в душе. Или у вас все накипело. Ну, ситуация вот такая. И посмотрите, какая апатия, да. Вот вы даже там сидите дома, на работе, неважно. И вот, казалось бы, там и деньги в руках. Ну, может быть, это условно деньги, да. А вот ничего не хочется ни читать, ни смотреть. То есть состояние такое депрессии. Возможно, это у вас, возможно, это у него, потому что расклад общий, вы должны понимать это.
И очень вам тоскливо, и обидно, что вот так какая-то там мешалась, да, и все изменилось. Вот все, что у вас было, да, у вас было прекрасно все в отношениях. Возможно, у вас там, ну, это вы планировали отношения, семью, возможно, вы еще молоды, у вас этого нет. То есть были планы, все двигалось к этому. И вот так произошло. Что еще происходит? Ну, смотрите, эта карта показывает то, что он то ли обсуждает это все с друзьями, да, или проводит время с друзьями. Ну, то есть вот он общается с какой-то другой семьей, может, это его родные. Вас нету рядом, да, вы там где-то вон на заднем плане, у него в воспоминаниях есть. И ваша ситуация на сейчас это, ну, видите, сколько мыслей, вот как эти саламандры по вас бегают, вот настолько вам тяжело, настолько больно, настолько обидно, столько старых воспоминаний, и хороших, и плохих, от хороших, от которых болит сердце, потому что они в прошлом, плохих от того, что сердце накрывается. Вот даже, ну, вот карта характерно показывает, что даже вот, ну, скажем так, вот мысли в голове, они красные, как вот этот вот костер, который был. Так, и что он хочет вам сказать? Что он думает, точнее, сейчас? Что он думает сейчас? Очень интересно, сейчас расскажу. Ну, смотрите, сейчас он думает о том, что возвращаться к вам, ну, тут, вот, видите, девушка открывает двери, мысли саламандры лезут из сумки, что сейчас возвращаться к вам домой, это логично, потому что, ну, это была бы победа для всех. То есть он это понимает, что его дом, его чаша – это самое главное в его жизни. Но видите, какой-то соблазн, какая-то женщина другая ему предлагает хорошо провести время. Ну, конечно, может быть, эта карта говорит и о вас, что вы ему предлагаете хорошо провести время, но, скорее всего, это кто-то другой дает ему иллюзию, да, что вот из его вот проблем он вот прям с этой феей перелетит в лучший мир. Вот в лучший счастливый мир, потому что дома у него женщина, видите, она так вот одета не празднично, в отличие от вот этой дамы. Да, она занята своими бытовыми проблемами, детьми, хозяйством, проблемами на работе. И он как бы делает выбор, но я бы не сказала, что это прям выбор, пока в сторону вернулся домой. Но он об этом думает. Хорошо, а что ему мешает вернуться домой? Давайте посмотрим. Что же, если он вот так вот видит, что вы его женщина, у вас с ним судьба, да? Ну, пускай тут карты почему-то не показывают, что прям вот сексуально его тянет к вам, да? Но как к семье, как к дому его очень тянет. То есть карты говорят о том, что ему было комфортно с вами, ему было хорошо. Ему было с вами, он чувствовал себя, что это его личный дом, да. Он даже, может, сейчас и находится дома, но не чувствует, что он дома из-за всей этой ссоры или что там происходит. Так, что ему мешает? Очень интересно. Что ему мешает вернуться домой? Ой.
Ну, смотрите, ну, во-первых, ему мешает какое-то хорошее времяпрепровождение, то есть или друзья, или бабы, или какой-то намечающаяся куда-то поездка, гипотетически, может быть, даже командировка, да, в которой вот, ну, вот, ну, бабник он какой-то, ну, вот, или стал бабником, или вы даже не знаете, что он бабник, ну, он вот везде ищет вот приключения с женщиной, да, в принципе, кстати, женщина, возможно, темноволосая, да, потому что она во всех трех точках, где ее показывают, везде выпадает темноволосая, хотя в раскладе есть и другие цвета женщин, да. Вот ему хочется романтики, какой-то встречи, но вы видите, что зовет ниточка, вот он запускает воздушного змея, на самом деле там ваша фотография, да. Ваша фотография, истинная фея, его вы. Его истинная фея — это вы. И вот там она сзади, пусть он ее не видит, запускает, но вы навсегда в его же сердце, душе, он помнит о вас. И карты показывают то, что, ну, вот везде, он идет по улице, он видит семейную пару, да, с одной стороны ему хочется погулять с женщиной, да, он видит семейную пару или видит семью, детей, и вспоминает то, что вы строили, то, что вы делали. У него постоянно эти воспоминания, вот как мелодия в голове, и из-за этого у него наступает холод, что он вот такой одинокий где-то в лесу. Ну, пусть у него там есть где жить, все у него нормально, но вот ему хочется к вам, хочется. Но он сейчас скорее выбрал такую позицию, что давай я посмотрю, что будет происходить. То есть отпустил ситуацию на самотек, у него вот как бы вы в мыслях, еще какие-то женщины, вот ваша фотография, да, он помнит, то есть это говорит о том, что он заходит там, я не знаю, в Инстаграм, смотрит вами, любуется. Также эта карта может говорить о том, что, ну, подсказывать, что выкладываете свои хорошие фотографии. И вот эти вот две карты в сочетании говорят, что для того, чтобы он вернулся, как бы, нужно стать такой, какой вы были, когда вас полюбили. То есть вспомнить, на что он запал, что ему нравилось, что из этого у вас пропало, да. Ну, естественно, он вас не влюбился, потому что, наверное, вы бегали и просили его: позвони мне, я люблю тебя, приди, пожалуйста, я умоляю. Ну, есть, конечно, такие мужчины, которые из жалости вступают в отношения, но, скорее всего, это не тот случай. Вы должны стать той, какую он полюбил снова. То есть, ну, не то, что стать, вы ей и есть, да, но вы должны ему показывать свои эти стороны, да, чтобы он вспомнил, чтобы он вернулся в прошлое. Так, давайте еще спросим. Возьмем такую колоду, совет ангелов, потом уже перейдем, уберем препятствия из этого расклада. Так, совет ангелов, что он думает прямо сейчас, что сделать, чтобы он, ну, скажем так, или вернулся, или, ну, есть же чувство. Подскажите, карты, как в этой ситуации поступать той девушке, которая смотрит этот расклад? Какой ему совет? Восьмерка чаш. Желание идти дальше, поиск чего-то более значащего, духовный, эмоциональный рост. Ну, вообще восьмерка чаш в раскладе — это отход от какой-то ситуации. Ну, то есть карты советуют отпустить эту ситуацию, советуют посмотреть на нее с другой стороны и идти дальше. Найти что-то более значимое, чем то, что происходит сейчас. То
То есть не концентрироваться и не убивать себя морально по этому поводу. Потому что, девочки, если вы убьете себя морально, то нет у мужчин жалости. Нету. Они возвращаются к тому, что было. То, что они любят, тот тип женщин, которые любят, которым восхищаются. Не внешне, а вот к этому. А не к психам, истерикам и жалобам. Так, давайте работать с раскладом. Обратимся к силам вашего рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям. Итак, естественно, семью счастливую мы оставляем. Мы убираем третью. Мы убираем вашу апатию. Давайте друзей мы оставим. Мы убираем ваши дурные мысли. Желание его вернуться домой мы оставляем, что это победа. Убираем желание погулять с кем-то другим. И что это погулять будет переход в лучший мир. Убиваем вас вот такую вот бытовую, да, проблемами и хлопотами. Так, оставляем праздник, оставляем мысли о вас. Все. С этим всем мы начинаем работать. Так, сейчас. Девочки, я пока ищу карту, кто знает, Суда Верховного и карту Мир. А вы вспоминайте, какой род у вас сильный. Какой род сильный у вас, сколько людей стоит за вами. Всех их сейчас будем просить о помощи. Сейчас обратимся. Да, тут проблемок много. Так. Угу. Так, смотрим. Не так много, половина, да, вот это все, что нужно было пережить, чтобы все было хорошо. Давайте попробуем это убрать. Так, сосредоточились, девочки, да. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, которые показал карты Таро, этот расклад. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду, да будет так. Девочки, напоминаю, в комментариях пишем для закрепления «да будет так», спасибо, «да будет так». И сейчас проверим, получилось ли у нас убрать препятствия. Если надо, то повторим. Не у всех могло с первого раза получиться убрать препятствия из этого расклада, из этих отношений, из этого расклада карты. Получилось ли у нас убрать препятствия? Так, помнит он о вас. Смотрите, семья выпала. Видите? Праздник, семья, все вы. Никакой черной девушки. Молодцы, девочки, сегодня. Если все-таки кто-то чувствует морально, что не совсем помогло, да, это все-таки общий расклад, пересматривайте тот отрывок, в котором мы обращаемся к высшим силам, силам рода, к ангелу-хранителю, пока не почувствуете душой, что это произошло. И опять напоминаю, в комментариях пишите «спасибо, да будет так». Буду благодарна. Мне приятно, когда вы ставите лайки. Пишите комментарии, возможно, какие-то расклады вы хотите, чтобы я посмотрела. Также подписывайтесь, кому интересно. И если кому-то вы считаете будет полезно это видео, тоже можете им поделиться. Ваша Луна, счастливого вам дня, безумно счастливой ночи. Все будет хорошо. Да будет так.